Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. С вами Владимир Евграфов, вы на канале Волоха. Сегодня мы продолжаем цикл шашлыков. Сегодня будем делать шашлык из бараньей корейки. Мы взяли каре ягненка, у нас курдючный барашек молодой, дагестанский порода. Почему он? Потому что я считаю, что наши породы овец, барашков, выращенные там владимирские и еще какие-то, они не особо подходят для шашлыка, у них слишком грубоватое мясо. А вот породы дагестанские, азербайджанские бараны, у них мясо, они, во-первых, выкормленные в горах и на разнотравье, и мясо у них вкусное. Для того, чтобы приготовить шашлык из бараньей корейки, нам нужно убрать лишние плены. Обязательно срезать вдоль хребта жир, так как в жире у барана находятся лимфатические узлы, и именно они придают неприятный запах блюду. Теперь нам нужно снять внутреннюю пленку с ребер, так как если ее не убрать, то мясо будет стягиваться в процессе жарки, и оно будет суховатым. Чтобы получился сочный шашлык из баранины, пленку нужно убирать обязательно. Она снимается легко. От позвонка поддеваете пальчиком и под нее заводите и ведете вниз к ребрам. У нас кусок делится на реберную часть, корейку, и седло баранье. Тут тоже мы убираем плену с внутренней части, чтобы шашлык у нас был сочный. Чтобы снять наружную пленку, лучше использовать тряпичатую салфетку, потому что жирная баранина будет скользить иначе у вас по рукам. А так салфеткой вы зацепляете, поддеваете. Мы сняли пленку, вот представляете, если бы начали жарить, и она начала стягиваться, она бы стянула все наше мясо, и мясо бы осталось сухим. Все, теперь нам нужно нарезать его на порционные куски. Начальную часть на 2 ребра, так как здесь лопатка у нас находится, остаток. И чтобы у нас этот кусок держался, не развалился, я нарезал его на 2 ребра. Остальные буду нарезать на 1 ребро. Нарезайте мясо так, чтобы у вас с одной стороны ребра был срез, и второй срез проходил по соседнему ребру по краю, чтобы у вас оставалось между ребром и срезом мясо. Так будет удобнее насаживать на шампур. Ваше мясо будет держаться на шампуре хорошо и не слетит. Те, кто привыкли жарить на решетках, можете нарезать произвольно. Вы даже можете попросить у мясника, он вам может нарубить или напилить. Там уже значения не имеет. А для жарки на шампурах нужно обязательно, чтобы было за что зацепиться шампуру. Последнее ребро, там уже заканчиваются ребра перед седлом. Вы также чуть-чуть седельной части оставляете мякоть на вашем ребре. Все у нас нарезано. Теперь нам осталось его ровно разделить по костям. Можно это мучиться нарезать ножом, но чтобы не тупить нож, я пользуюсь вот таким топориком. Можно взять какой-нибудь тесак мощный и вот такой обычной резиновой киянкой. Чем мне это нравится, при нарубке, во-первых, кусок получается ровный и не летят никуда там брызги и крошки костей. Все, мы кости перерубили, надрезаем оставшееся тут мяско, если оно есть. Посмотрите, пожалуйста, какие ровные кусочки, аппетитные, получаются у нас в итоге. Их удобно насаживать на шампур, так как у нас здесь есть ребро и есть часть мяса, куда мы будем протыкать шампур. И аппетитно они выглядят, и я обещаю, это очень вкусно. Кто, конечно, ел баранину, любит баранину, тому не надо ничего объяснять. Седло у нас осталось. Тут позвонки, и мы будем рубить также меж позвонков. У нас вот получается 4 позвонка, 4 кусочка шашлыка. Вставляем топорик между позвонков и нож не тупится, и кусочки красиво получаются. Прирезаем вот так. Вот у нас получается вот такой кусочек. Вот на этом кусочке слишком много сала, я считаю. Я его
Немного срежу. Ну, кто любит жирное, можете оставить. Просто в процессе жарки оно может у нас таять, капать на угли и гореть. Все, мы разделали нашу баранину. Нам осталось насадить ее на шампуры. Для приготовления каре ягненка на шампурах можно применить два вида шампуров. Либо обычные одинарные, либо двойной шампур. Сейчас я вам покажу, как насаживается и на тот, и на другой. На край желательно кусочки потоньше брать, потому что, как правило, с краю мангала мясо жарится медленнее. И мясо насаживаем концами ребер все в одном направлении, позвоночной частью, чтобы они равномерно прожаривались у вас. Потому что жар с одной стороны может быть больше, с другой меньше. Если вы ребра насадите на 180 градусов друг к другу, где-то что-то может гореть, а где-то что-то еще сырое быть. Вот насадили мы корейку на двойной шампур. Сейчас я вам покажу, как насаживают на одинарный. Сначала насаживаете с мясной части. Вот насадили один шампур, теперь берем второй шампур и накалываем с тонкой части ребер. Момент, вот у нас седло, часть, она без ребра, она болтается. Что я делаю в этом случае? Я просто складываю вдвое и прокалываю шампуром. В итоге у нас получается вот такая конструкция. И жарить удобно, вот поставили на мангал, раз перевернули, раз, ничего тут не болтается, ничего не горит. Если вы будете жарить на решетке, просто выложите решетку, но в этом случае я рекомендую чуть смазать маслом, чтобы у вас к решетке мясо не прилипало. И выложить, и накрыть второй частью решетки и пожарить также. Бараний шашлык из хорошего барашка я мариную следующим образом. Беру обычную свою любимую смесь крупной соли и крупного перца в пропорции 2 к 1, где 2 пропорции соли и 1 пропорция крупного перца. И просто вот так вот свежую баранину присаливаем со всех сторон. Жирную часть тоже присолим. Также поступим со вторым шампуром. И ничего больше не надо добавлять. Никакие там зира, мира, кориандр. Хорошее мясо. Вот соль, перец, крупная соль, только не мелкая. Берите крупную соль и крупно помолотый перец. Все. Шампура у нас насажены. Сразу жарим шашлык. Не надо его там долго мариновать. Можно это делать прямо, солить, перчить перед мангалом и ложить на мангал. Так как у нас угли уже зажглись, мы пойдем сразу пожарим мясо. Дорогие друзья, наши угли подошли. Тем временем, пока они разгорались, я приготовить успел закуску из баклажанов запеченных и помидор, которую вы можете увидеть у нас на канале по ссылке в описании над роликом. А теперь мы пожарим нашу баранью корейку. Для приготовления баранины жар углей должен быть выше среднего, чтобы корочка моментально прихватилась. Пламя мы будем сбивать, закрыв крышку нашего мангала. В этом случае пламя сразу тухнет. Чем хорош вот этот мангал, мне нравится. У кого нет такого мангала, можно просто подождать, пока угли будут чуть послабже, серым пеплом покроются, тогда начинайте жарить. Но лучше вот по системе гриля, она баранина получается сочная. Вот уже вот одна сторона у нас прихватилась, мы перевернули на вторую. Для приготовления бараньей корейки таким способом нам понадобится минут 12, максимум 15. Потому что баранина, в отличие от курицы или свинины, ее можно сделать как бы с розовым мясом. А вот курицу надо прожаривать со свининой хорошо, но в то же время поймать момент, чтобы не засушить.
ставим на ребро, чтобы косточка со стороны позвоночника у нас тоже не оставалась сырой, а успела прожариться. Друзья, напоминаю, корейку мы обжариваем сначала до колера с одной стороны, потом переворачиваем на вторую сторону до колера, потом ставим на ребро, затем переворачиваем еще раз на одно ребро, на противоположное ребро ставим. И после этого еще 2 раза перевернем с одного бока на другой. И наша кореечка будет готова. Подолгу не надо задерживать, чтобы мясо сильно не подгорело. Еще, друзья, я обещал, как только у меня будет 10 тысяч подписчиков, я выставлю рецепт своей фирменной аджики. А то, друзья, давно просят, всех, кого я угощал, отправлял гостинцы, все хотят знать этот рецепт. Я обещаю, я его выставлю скоро. Наш шашлык готов, друзья. Посмотрим, какой он у нас сочный, смачный. Главное, не пересушить. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такое вот мясцо. За что люблю дагестанскую баранину. Никакого запаха. Сочная, нежная. Еще вот так вот аджичкой ее намажешь. Вообще тема. Некоторые не любят жирок, а я вот наоборот люблю, когда он такой поджаренный. Просто засада. Аджички. Баранин шашлык горячий. Потому что когда остынет, он не такой будет сочный. Я его посыплю еще вот так вот лучком, зеленью. Еще, наверное, кусочек я съем все-таки, ребят. Извините, друзья. Важно. Просто бомбастик какой-то. Попробуйте купить хорошую баранину и приготовьте. Ничего не надо. Соль, перец и свежее хорошее мясо. И правильно прожарочка. Ну и аджичка, конечно, тоже. Это что-то с чем-то. Вы меня извините, но просто вкусно, невозможно оторваться. В процессе съемки обычно готовишь, а покушать-то и некогда. На этом, мои дорогие зрители, хочу с вами попрощаться. Уважаемым подписчикам желаю хорошего настроения, хорошего дня. Кто-то спешит на работу, может кто-то на работе, кто-то уже дома. Смотрите, наслаждайтесь моими рецептами, готовьте вместе со мной. Заходите в гости на мой канал. Я всегда буду рад вам. Пишите комментарии. До свидания, до новых встреч.